Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно для тебя чаю, взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Легенда об Искателе, 6-я серия. Не знаю, сколько здесь серий. Серия? Не помню, короче, сколько здесь серий. Может быть 12, поэтому, возможно, мы на середине. А если не 12, то 24, то, возможно, мы на 1/4. У меня волосы запутаны. Потом отрежем. Ну, Знаешь, как в детстве вот эта вот жвачка в волосах застревает, потом тебе Да. клок волос отрезают. да, смотри, ком. Ну, распутаешь потом расческой. Давай смотреть. Короче, Аня такая, знаете, что делать? Знаете, я говорю, сейчас будем смотреть Легенду об Искателе, потом будем смотреть Скуби-Ду, а потом будем смотреть историю Райли. Она говорит, нет, не хочу, давай я хочу Хогвартс играть, давай я поиграю в Хогвартс, никаких других видео, кроме Легенды, ла-ла-ла, тополя. Потому что у нас В итоге... есть на весь... До конца недели у нас есть план видео. Так мы на один день все вперед снимаем, в чем проблема? Ну и все. Ну и все, можно поиграть, да? А кто знает, что к тебе завтра друзья приходят? К тебе завтра друзья приходят, завтра он говорит, мы не будем. Мы завтра снимем до прихода друзей. А как ты хотел? Почему тогда ты меня сегодня заставляешь? Потому что мы завтра могли отснять на 3 дня вперед. Понимаешь? Я вообще... Он как такая маленькая. Давай смотри. А где? Ну давай скажи, давай Я скажи. слюной аж подавилась. Ты все это время тут сидел и не мог проверить. Вон, смотри, это играет, знаю такую игру, называется Fruit Ninja, да? Вот это вот там по пальцам. Вот я вырвала клок волос себе только что. Да, не больно. Пальцем, когда фрукты режешь, вот это вот телефонная игра. Ну как? Отлично, красиво. Что, если попробовать что-нибудь посложнее, а? Что, двигающийся фрукт? Фейл и Нара. Невидимый фрукт? Давай. Мне нравится их подход, типа дед такой. Ну, у меня было 20 лет тебя учить. Я не буду тебя 20 лет, я тебя, конечно, не учил, но вот сейчас нам надо за неделю все наверстать, то, что ты задал. Да. Им просто лень было, он там голый стоял с курицей. Развлекался как мог. Говоришь, мое предназначение спасти мир от Даркена Рала, и что его солдатам приказано убить меня. Но я не ищу его. Я нарезаю фрукты. Тебе на завтрак. Хотя с другой... Тебе на завтрак. Хотя с другой стороны... Понял, он даже не сражаться его учит, а завтрак готовить. Ну ладно, чё. Магу, если надо, он бы и сам порезал. Воздухом так. Но зачем, если есть он? Короче, если у него, по идее, предназначение спасти всех от Даркена Рала, а предназначение это такая вещь, которая вот, ну, неизменима, типа, знаешь, она настолько настолько записана в нитях истории, времени, линии, то это, короче, изменить никак нельзя. Поэтому, наверное, дед такой, типа, ну это же в любом случае произойдет, поэтому какая разница, сейчас я его начну учить, через 20 лет я его начну учить, оно будет. Даже если бы они сейчас его не учили, по идее, как работает предназначение, поймали бы, предположим, Искателя, да, Искатель был бы сам, его бы взяли в плен, отвели бы к Даркену Ралу, да, Даркен Рал бы подошел к связанному Искателю, который вообще ни о чем не подозревает, начал бы ему угрожать, потом случайно бы споткнулся об ногу Искателя и упал бы на вилку глазом, и, соответственно, умер. Вот так бы и сработало предназначение. То есть, видите, какой бы исход не был, когда То вот... есть ему вообще не надо это все. Ему, по идее, да, по идее, вот просто у него где-то внутри, на уровне ДНК, не знаю, кода всего мира, построено то, что он должен победить Даркена Рала. Неважно, будет он прокачанным, будет он с мечом, будет он без меча. Вот даже с книжкой, сказали, что книжка поможет спасти Даркена Рала. Он что с ней сделал? Он взял ее сжег. Ну, тем самым она ему помогла, наверное, как-то победить Даркена Рала. Вот здесь все это идет, то, что это предназначение. Поэтому вот дед тоже это понимал, и он такой, да не буду я тебя учить. В принципе, он, наверное, и сейчас типа такой, ладно, лучше завтрак мне приготовь. Поэтому они носятся за ним везде. Кто? Спасают его. Ну, когда он попадает в передряги, они же бегут к нему. Вот тоже непонятный момент. Можно оставить его? Я говорю, Даркена Рала в плен его приведут и... Чтоб его просто убили.
Да никто его там не убьет. Он же должен как-то предназначение свое выполнить. Но это тогда, подожди, тогда то, что они его спасают, это тоже предназначение. Их как бы они его спасают тем самым, чтобы он в дальнейшем как-нибудь случайно убил Даркена Рау. Вот крайне все просто же. Рал и его подручные живут среди теней и маскируются с помощью черной магии. Пока ты их будешь искать, начинай. Ты что, слепой? Фрукт не видишь. Надо по запаху. Да он растворил. Используй инстинкты. Ты гадаешь. Урок номер 4, искатель. Чтобы увидеть то, чего нет, надо всмотреться в то, что есть. Ты должен научиться ощущать мир, как никто другой. Еще. Надо унюхать фрукт. Фрукт пахнет. Представь, яблочко пахнет, манго пахнет. Это дынька? Похоже, да. То есть надо именно вот так по-пафосному, да, разрезать? Не просто, типа, я увидел и разрезал, а вот именно вот так. Ну, 4 части еще. Получилось. Не слишком обольщайся. Твои враги будут куда изворотливее, чем дыня. Не, дыни и враги примерно одного уровня по интеллекту, мне кажется. Опачки. Я так и думала. Он купается. Так, все закрыли глаза. Рич, извини. Что ты? Нет, Ричард, прости, ты что, я подглядываешь? не знал, что ты тут. Ричард! Как говорится, ты сейчас не сможешь соврать исповеднице. Исповедница знает все твои грешные мысли. Кто-то крадет наших лошадей. Что? Лошади! А как они грабители только что пропустили? Ну, он засмотрелся, она тоже. Да нет, ну просто смотри, они находятся где-то в лесу, в центре леса, где вот, ну, типа звери и деревья, и пусто. Уж мне кажется, услышать чьи-то шаги, перемещения, которые, ну, легко. Тебе сказал только что старик, что они ниндзя, использующие Так черную магию, это- их нужно увидеть. Так это не, это он не использовал никакую магию, это обычный местный грабитель. Может, он свои следы заметает. Бесшумно подошел. Как один раз ко мне в Париже. Бесшумно подошел. В голову надо, в голову! Да ты с кулака ему в морду, да, и все. Реально. Что ты с ним? Рядом бежишь. Так это вообще мальчик какой-то. Так я так и думал. Не знаю, заметила ты или нет, но у нас как будто каждую серию какие-то приколы завязаны то ли с какими-то школьниками, то ли с какими-то подростками. Реально. То вот пацан из прошлой серии, то там этот сын воображаемой матери, то еще там какие-то приколы. Я так и думал, что здесь об тоже. искателе. Разбойник с большой дороги уводит наших лошадей прямо из-под носа искателя. Я просто Стыд и отвлекся. позор, конечно, искать. Что же на благословенной земле могло отвлечь тебя? Да я тебе скажу, дед того царя вон на две. Это был мальчишка лет 16. Что я, по-твоему, должен был его убить? Где нет дороги истины, искатель найдет тропу. Урок 4. Ты сказал, тот был 4. Тогда этот номер 5. Ты их выдумываешь? Куда он ушел? На юго-восток. Он скачет в Драндрил. Возможно, там найдется добряк, который продаст нам обратно наших лошадей. Скажи мне честно, вот скажи мне честно, такой небольшой интерактивный вопрос для тебя. Если бы ты представила себя в роли этого фильма где-нибудь здесь, в этом мире, ты бы вот представила себя вот такой исповедницей? Нет.
А кем бы ты себя представил? Сложный вопрос. Сейчас подумаю. Ладно, ты пока думай. Стариком. Эй, старик, это я! Нет, Да-да. нет. Да почему ты-то? Ну, потому что он смешной и забавный. И только приятно из-за него еще вот в большей степени смотреть этот сериал. Ну, в смысле? Нет, ты должна как бы вот сказать то... Женского персонажа? Нет, ты не обязательно. Просто персонажа, который был бы больше похож... На кого ты больше похож. Вот я считаю, что я на старика больше похож, чем ты. Почему? Потому что у меня... Потому что мужчина? Потому что у меня седых волос на голове больше. Так нечестно. А я на кого похож? Тут не было Келлен, никого. там на берегу реки Ты похож на ту девчонку, которая связала искателя и хотела его сдать Даркену Уралу. То есть вот это в моем характере, да? Связывать искателей. Спасать брата? Брата любой ценой спасать. Вот это на тебя похож. я ничего не видел. Ты тоже Ричард, пиши, кого бы ты, на кого ты Никогда не похож. убей Интересно. избавленца. Понял, не ври, я же сказал. Ну, пацан лошадей продавать ведет, конечно. 2 не 3, но и 2 не 1. Ауф! Что с тобой сегодня? Интерактивный тебе вопрос, говорит Ну, он мне. ну-ка. В чем был интерактив? Ну, подумать. Вопрос на подумать. Ты не просто, типа, как дела, а прям реально, видишь, ты задумалась, начала вспоминать. Вот ты на кого 3 похож. это не 2, ну и 2 это не 3. Не так Я было, сказала. не так было. 3 это не 2, но и 1 это не 2. Вот так это было. Потому что он украл 3 Ясно вам? лошади, а привел 2, а мог вообще одну. Но 2 Запомните, как теорему доказательств треугольников. Да, а еще могу сказать так, 2 плюс 2 равно 4. Нет, ты не так весело. Но официально доказано. Мы будем вставлять ставки вот эти безумно можно быть первым. Быстро ты вернулся. Сколько за лошадей? 1 флакон. И только? Тебе не Да, нужно? потому что 3 это не 2, и, ну и 1 это не 2. Просто, понимаешь, у меня сегодня это уже не первая реакция, поэтому я уже на веселе. Я так и не поняла, что он этим хотел сказать. Я же тебе объясняю. У него 3 лошади украл. Одну искатель спас, осталось 2. Ну, а искатель мог 2 спасти, осталась бы 1. Вот я и говорю, что он мог 3 привезти и заработал бы $300. А сейчас он 2 сдает и заработает 200. А мог вообще 1 только привезти и заработал бы 100. Поэтому 2 лучше, чем 1. Сейчас 2 привел и не заработает ничего, потому что не дадут. Вот дадут сейчас, смотри, 100 бачей, 200 бачей. Вот, смотри. Зелье? А одно зелье 100 бачей. Рад иметь с тобой дело. Вот вы там, молодежь, подсаживаетесь на энергетике. Вот смотрите, что с вами будет, если вы Дай мне этот. Приворотное зелье. Привет, я... Ты странный, да? Спасибо. Уверенность. Не пей все подряд. Вот не пей все подряд, что тебе дают. Мало ли, что тебе там дали. Какие хомяки туда поплевали. Уверенность, да? Да нет, наверное. Миранда. О, какой ты. Вот такой запах от тебя. Давай, вот так вот. Вот, фу. Вот фу. Не подходи ко мне. Все? Все, 2 лошади за Значит, 10-секундное зелье приворота. Это что-то, это какой-то демо-версия. Так демо-версия и без лошадей должна работать. Это пробник. Вот именно, если это пробник, то ты как бы окей, попробовал, такой, вау, классно, пойду лошадей отдам. Реально, что-то странный замут. Знаете, кто он такой? Оглянитесь вокруг. Город заполнили всякие жулики. Десятки парней могли украсть. А вы можете дать уже в этом сериале свободу грудям? Почему их все время вот так вот... Так в смысле, их специально же так делают, чтобы они больше казались. Типа их вот снизу так оп, и они Ну, больше. вот у нее они вообще какие-то сдавленные. Так а если вот она даст свободу, они уже не будут таким большими, поменьше будут размера на 2. Лучше поменьше и С посвободнее. ваших лошадей. Вам бесплатно. Сейчас не помешает. Спасибо. Еще одна пришла.
А вам что-нибудь сказали? Никто ничего не знает. Может, Сказали, тебе их всех типа, исповедовать, посвободить. чтобы выяснить, кто лжет? Ты можешь? Сила искателя. Кажется, я знаю, где найти нашего вора. Ну-ка и где? А не хотите поинтересоваться? Так ну они-то, наверное, осведомлены о способностях Откуда ты знаешь, куда искателя. идти? Я не знаю, я просто чувствую, что нам сюда. Это ты его научил? Нет, это не моя заслуга. Он первый искатель за 1000 лет. Мы в точности не знаем, на что способен Ричард. Это он. Может, мне не стоило так поспешно отвергать твои инстинкты? Говори, где лошади. А, где? Сопляк. Я сразу же их продал. Но могу сказать кому? За 10? За 20 золотых монет. Нормально. Его тут пришли, короче, с неповинный, с поличным. Поймали, говорят, ты украл лошадь. Он говорит, да. Они говорят, где они? Он такой, ну я скажу за 20 баксов еще. Тебе тут, ладно, жизнь поставят за то, что ты скажешь. Какие же деньги ты выпрашиваешь? Сейчас утопят тебя здесь в озере. Скорее ты отведаешь немного стали. Вот стали если надо не скажешь отведать, мне, где да. они. Нельзя. Барыги убьют меня. Что за барыги? Возможно, нежное прикосновение Какая фраза. исповедницы сделает тебя более сговорчивым. Ладно. Я отведу вас. А что ты Они- сразу они- отходишь-то? То есть ты, главное, с какой-то девчонкой там незнакомый нам целовался во все, а прикосновение исповедницы испугался, надо говорить, трогай меня, трогай. Я не знаю, они как-то как гопота ходят тут по этому волшебному миру. И когда с ними что-то приключается, какие-то разбойники попадают, они такие, сейчас втащу. да». Не, ну я считаю, с этим так и надо. Ну, с этим, да, вообще. Ну и с теми, кому Они барыгами... как охранники с, леса. с барыгами тоже так надо. Они как Робин Гуд Лесники. отнимают у богатых, отдают бедным. О, Дай барыга. мне то, что приносит удачу в игре. Такого у меня нет. Могу дать вот это. Ты А вы- сможешь 5 видеть? секунд работы. Реально, вот реально, тут надо просто рядом стоять и говорить, у этого чувака зелье по 5 секунд работает. И вообще ни о чем не... Реально, 2 лошади за 5-секундный поцелуй? Вы что, совсем что ли? Что за цены такие? Это если единственные губы в мире остались, я еще понимаю, можно там согласиться 2 лошади за 5 секунд. Ну, блин, тут губ у всех полным-полно. Блин, цена какая-то вообще неоправданная. Ладно, если бы он сказал, выходи за меня, я согласен, там еще что-нибудь такое, они бы замутили. И чужие карты насквозь. Сэр, я подозреваю, что у вас лошади, которых украли у нас. Верните их нам. Махаться будем, нет? Махаться. Может, те, что я купил у него? Слушайте, мы не собираемся драться, мы просто хотим вернуть свое. А, кстати, одна лошадь же убежала в лес, а почему они ее не взяли? Или они взяли, я просто не помню. Была у них лошадь одна? Осталась? Ну, должна была быть. Разберитесь с ними. Ну-ка, сейчас искатель вам покажет, как драться. Куда побежал? Стой! Ты их привел сюда. Иди дерись давай. Вот так, правильно, своих бей. Меч достань. А ты что стоишь-то, не работаешь сегодня? Стой! Я предупреждаю! Не надо! А, моя капуста. О, волшебник! И что, вы сразу все зассали, да? То есть искателя мы не боимся, а волшебника боимся. Я не знаю же, что это искать. Так надо, мне кажется, бой с этого начинать. Кричать, я искатель. Все Ага, чтобы потом какой-нибудь
стражник вышел такой, что сказал, что сказал? О, меня ждет награда, говоришь? Так надо тогда с другого боя начинать кричать, он волшебник, и все. И, в принципе, мне кажется, почти 100% победа. Ты в порядке? А где лошади? Привет еще раз. Вижу, ты нашел того, кого искал. А, Рада была помочь. что? О чем ты? Ты пил эль. И я тебе добавила немного волшебного эликсира. Он помогает находить все. Они тут все колдуны какие-то в деревне. Не, ну нам сказали, что они здесь все типа... Зельевары. Нет, все какие-то мошенники, типа бандиты, все сидят такие, кто кого надует больше, мне кажется. Типа, она вот варит, он, наверное, варит, ну, может, еще там кто-нибудь варит. Мне кажется, больше тут всяких вот именно бандитов, которые рукопашные, вот эти вот грабители всякие такие. Таких, наверное, мало должно быть, магов так тем более должно быть мало. Ее хочешь взять на превьюшку? Давай-ка быстренько. Алло, быстренько, вот так. Вот, и, короче, на чем я остановился? Ну вот, ну... И что, она сейчас захочет свою долю какую-то? Типа, дайте мне денег за то, что я вам помогла? Нет, это была безвозмездная помощь, я считаю. Мы ничего не подписывали, да. Легко и быстро. Ты подмешала мне зелье? Ты же не подумал, что обладаешь особым даром, верно? Подумал, я искатель. У меня есть и еще. Есть и другие. Если тебе интересно, я в том же месте. Мы знаем, что ваши зелья 5 секунд действуют. Ну, ее, кстати, зелье неплохо сработало по Что-нибудь сравнению не с тем. Хотя тоже, да, он просто выпил, он в моменте на секунду увидел и пошел сразу искать это место. У него вообще зелье получается секундное. Все хорошо. Господа, это моя лавка. Если нужны припасы... О, нет, спасибо, нам пора уходить. Твоя капуста? Я видел меч. И чё? На нем клеймо. И чё? Но он понял, что он искатель. Это меч истины, не так ли? А тебе можно доверять, нет? Да, так. Дед истины. Ты искатель. Не. Ты можешь спасти город от барыг, которые его губят. Сейчас бы всех подряд спасать. Ага. Мы так никогда до Рала не дойдем. Рал там уже, наверное, заскучает, уже ему 60 лет, он все такой, где же мой искатель? Какой-то другой волшебник в городе. Другой волшебник? Конкурент, А ты что, получается. главный волшебник? Скорее, Было единственный. бы неплохо пообщаться. Приведи его. Монополия? Да, осуждаем. Кстати, где антимонопольная служба, когда нам так нужна? Пророчество гласит, что искатель однажды вернется и сорвет покров темноты с наших жизней, но большинство считают это легендой. Но вот вы здесь и можете спасти наш городок от барыг, продающих волшебные зелья. Они торгуют магией? На каждом углу. И в таверне. Похоже, каждый в городке покупает их пойло. Я уже лишился многих покупателей. Фермеры не засевают поля. Их дети вынуждены голодать. Скажу так тебе, мистер торговец. Если они реально ходят к этим барыгам и покупают зелья, то они все придурки. Потому что их зелья работают по 2, по 3, по 4, по 5 секунд, и это того не стоит. Вы сами вдумайтесь, нет, в рынок, вот рынок, который они пришли губить, и люди такие, 5 секунд поцелуй, подам 2 лошади. Это же реально, это как какая-то нарко... Говорят, типа, действенно, 10 минут. Ну не, ну тут же это же маленькая деревня, тут каждый друг друга рассказывает. Прикинь, он такой поцеловался, потом пошел друзьям рассказал, прикиньте, я с ней поцеловался, самая красивая девушка вселенной. И они такие, а сколько? Он такой, 5 секунд, они такие, 5 секунд того стоит, и идут тоже по лошади отдавать. Зато предпринимателям это выгодно. Да, ну просто это вот я говорю, здесь, знаешь, это как какая-то
наркотическая, да? Наркотическая зависимость мне показывают, как будто бы, вот знаете, тоже люди там вроде, ну, тоже типа расслабон, получают удовольствие от доз, и, соответственно, они там начинают закладывать дом, квартиры, там, машины продавать, еще там телевизоры выносить, ну, всякое-всякое, деньги откуда-то воровать. Вот здесь как будто то же самое происходит. Все просто за какую-то мини-дозу там секундного удовольствия готовы там вот лошадей воровать, еще что-то делать непонятно что. А все тут даже это как, ну, и в жизни как бы все эти наркотики это плохо, но здесь тоже это показывает, что это ты получаешь ничего, как будто бы просто вот секундное воспоминание, плати $1000, 5-секундный поцелуй, плати $5000 и тому подобное. Ну просто, ну, понятно, да? Я видел с вами Джека. И что? Он был хорошим парнишкой, пока его родители за зелье все не продали. Даже дом. С тех пор он предоставлен самому себе. Чем Видишь, эти всё снадобья продали. так привлекательны? Блин, а можно шутку жесткую скажу? Я тебе сначала на ушко и скажу, а потом... Не надо. Шутка такая. А можно в Телеграме я её потом напишу? Нет? Можно нет? Она не смешная. Она смешная. Которых не было. Гадать, заклинать. Смешная это его реакция на эту шутку. Это гениальная шутка. Ну гениальная. Накладывать Я еще проклятие. подумаю, писать ее в Телеграме или нет. Эти барыги Ты забудешь. не волшебники, не колдуны. Такой Где они эти счастливый. магические зелья добывают? Да скажи, давай, скажи. А можно? Ну, Короче. они все равно будут требовать. Но я говорю, это не смешно. Осуждаю. Я не вижу в этом ничего плохого, но... Короче, смотрите. Его зовут Джек. И он немного... Воробей. А, нет, его зовут Джек, их этого друга вот этого, воришку зовут Джек. И он немного Блэк. И, соответственно, Блэк Джек. Ну смешно, Блэк Джек. Все, хорошо. Все, Кто бы знал, успокоился. Отлегло, да? однажды они просто... Посмейся в комментариях, смешная шутка, очень хорошая. YouTube тебя забанит за такую шутку. Осуждаю. Блэк Джек это игра такая, знаете, картинки вот все раскидываем, вот я про это, если что, все нормально. Трудным местом, пока они не пришли. И сейчас, когда искатель здесь, все может наладиться. Опять какое-то топ-задание со звездочкой. Реально. Да уже пойдем. Я по хочу основной помочь, ветке. но моя цель победить Даркина Рала. Раал не единственное зло в Срединных землях. У него есть последователи и сообщники. И Искатель обязан с ними сражаться. Запомни, прежде чем рубить голову, убедись, что мертво тело, иначе голова отрастет. А это какой урок? Не урок. Это в поваренных книгах пишут. Ты что, считать не умеешь? Там был 4-й, 5-й. Это значит 6-й бы сейчас был по счету. Ну ты вот... Моя госпожа, Все в порядке. Теодора Раймас, к вашим услугам. Ты кто? Я разогнал подлецов, что угрожали вам. Ты что, дурак? Ты кто? С кем они сражались, в кого она вселялась? Точняк. А я что такое думаю, лицо знакомое, думаю, а как он подбежал ты сюда? Я реально... Не признал. Так а чё он сначала злой, потом добрый, конечно, путаюсь. Могу я послужить чем-то еще? Можешь. Волшебное зелье. Где ты его брал? Храм старых пророков. 2 лиги на север. Лошадей нужно вернуть. Простите, я их скупщику продал. Продал? Нет. Ну ты, конечно, Он еще козел. утром уехал. Можно я отведу вас к храму? Нет, не стоит. Как-нибудь найдем. А Вот теперь это, кстати, серия, помнишь, я всегда задавался вопросом, но я потом, конечно, получил в комментариях ответ на него, что она вселяет свою душу в них тела и управляет, или как, а потом не ответили. Вот здесь тоже это хорошо видно, что он просто как бы под контроль подчиняет, а не ничего Теодора, другое. тебе надо покинуть город. Покинуть? Просто так отпустим его? Оставь этот город и займись честным трудом. Ты понял меня? Как прикажете.
А ее проклятие бесконечное, что ли? Оно не заканчивается? О, красиво. Ну вот это магическая ее сила, типа, она скажет, и все, он до конца жизни будет честно заработать, или через Это год у него... наркотик. За Зелье, это правильно? наставление. Что Келлен с Делать ним или не сделал? делать, он сам решает. Оттого она и зовется исповедницей. Едва коснувшись, Келлен может подчинить любого своей воле. Заставить человека говорить правду, как на исповеди. Или принудить его делать невообразимые вещи. Так она сделала в Хартленде. Заставила солдата убивать своих товарищей. Магия Я крови. тогда ничего не понял. Но почему Раймос вернулся? И почему так смотрел на нее? Это последствия воздействия ее власти. Исповеданный влюбляется в ту, кто его исповедовала. Любовь? Откуда она? Это все непросто. Я хочу знать. И весьма нелегко для самой Келлен. Это ее тяжелая ноша. Не мне об этом говорить. Может, она тебе расскажет. Я не имел в виду сейчас. Опа, ядовитая магия пошла. Ричард! Блин, маг, тебе надо это на стороже быть. Так, суперсила пошла. А все, 5 секунд прошло, должно закончиться быть. Ну, слишком долго действует, неправдоподобно. Не верю. Радахан. А если проснется? Пока на нем Радахан, его волшебство не действует. По сути, она может вообще создать свою мини-армию против Рала. Она может всех тысячи преступников исповедать, все будут, короче, ей подчиняться. Она скажет «на Рала!» и все побегут. Классно. А потом они будут кого-то ловить из армии Рала, их связывать, она будет их, короче, исповедовать. Это бесконечно. Это как, знаете, некроманты, они мертвых бесконечно призывают, а здесь она будет бесконечно чужих воинов на свою сторону перенимать. Нет, так не работает. Почему? Она потому что одного подчиняет, и вот в обморок падает. Так вот она встала же. Так она приручила, хотел сказать. Исповедала, упала, встала, исповедала, упала, встала. И ну и так 1000 раз, пока ты войско не соберется. А чё? Ну ладно. Как бы мы не торопимся. Всяко лучше, чем 20 лет было ждать искателя. За 20 лет можно было такую армию себе отгрохать, что просто капец. Келлен? Келлен! Давай, это, подальше. Зед, Он исчез. найдем его. Не порежься только. Барыги. Мы знаем, где храм. Ловушка. Или они уже ушли Может, отсюда? это не то место? Может, Да вон Раймос угли, солгал тебе? угли Он не тлеют, смотрит. смотрите. Тогда что? Они переехали? Но куда? Джесайя? Старина Зедикус, Это твой учитель? Или ученик? прости. Тебя привезли мои люди. Мои спутники? Их не тронули. Если ты так встречаешь друзей, то я рад, что мы не расстались с врагами. Я услышал о волшебнике в городе и решил, что его послал Даркин Рал. Если бы я знал, что это ты, то пригласил бы тебя на ужин, вместо того, чтобы похищать. Почему ты решил, что я работаю на этого тирана? Срединные земли изменились с тех пор, как ты исчез. Колдуны и черные маги теперь повсюду. Готовы служить любому, кто больше платит. Да. Я о многом расскажу тебе, Зедикус. Но прежде... Где ты пропадал все эти годы?
Голый ходил. Ни следа. И с курицами обнимался. Нигде. Они могли заклятием скрыть следы. Не, ну Зря если это отпустили маг нас. нормальный, то Он бы прикольно. помог найти Зеда. Что? Когда я исповедую кого-то, они теряют волю. Становятся похожими на рабов. Неправильно заставлять этих людей подчиняться мне дольше, чем это нужно. Даже такого, как Раймос? Все меняются, если дать шанс. Могут стать добрее даже в этом мире. Инстинкт искателя привел тебя к парню. Ты и Зеда найдешь. Так там вы лекарства пили. Не было никакого инстинкта искателя. Но ты нашел Джека. Девушка в той таверне подмешала мне что-то. Одно из тех зелий. Что? Так я нашел Джека. Дело тут не во мне. Но зелье работает. Я вернусь и возьму еще. Нет. Так нельзя использовать магию. А Ты она же скажет, две используй. лошади. Исповедал Раймоса. Я с этим появилась на свет, а не купила в таверне. Ну и что это меняет? Ричард, ты видел, к чему приводят эти зелья? Что они сделали с городом, с Джеком? Я знаю, ты оберегаешь меня, ведь искатель Это может... не потому, что ты искатель. Ричард, я... Искатель! Идем со мной! Скорей! Джек в беде! Просто мужик рандомный на холме. Он такой, так, жду, когда они договорят, а потом кричу, искатель. Ага, договорили вроде бы. Искатель, я тут. Мы пересекли границу 2 месяца назад, и с тех пор в пути каждый день. А этот юноша с тобой, Мне кажется, он на Рала ты работает. правда веришь, что он искатель? Вот это. Ему многому надо научиться, но... Да, он истинный искатель. Скажу, как твой ученик. Ему Ученик. повезло с учителем Задикус. Я же сказал. Жители Срединных земель обретут надежду. Не расскажешь, что ты собирался сделать со мной, если бы я не был твоим старым другом? Ну, учителем надо говорить, Идем, учителем. покажу. Каким другом? Говори, учитель я твой. Ты мне подчиняйся. Он выкачивает магическую, наверное, силу у волшебников, да? Что-нибудь такое. Квиллиан, где ты? Было непросто его добыть. Если бы ты был волшебником Рала, он бы высосал всю силу твоей магии и перегнал бы ее сюда. Ты производишь магические зелья, продающиеся на улицах Драндрила. Зачем? Деньги за снадобье позволят мне собрать ополчение. Армию Срединных земель, способную противостоять Ралу и его последователям. Джесайя, Так может мы все дружно объединимся? Искатель, все, кому помог искатель, ты со своими деньгами соберешь армию, исповедница загипнотизирует несколько сотен. Мы просто соберем несколько десятков тысяч человек и пойдем на Рал. В чем проблема? Зачем воевать здесь друг против друга? Не знаю. я тоже хочу победить Даркена Рала, но торговать магией. Так это противоречит. Это на время, дед, понимаешь? Он сейчас поторгует, деньги накопит на армию, а потом победим Рала и все, он прекратит свои вот эти махинации, потому что смысла уже не будет большого в деньгах. Поэтому как бы и здесь я считаю нормально в таких условиях использовать. Они же во благо пойдут. Потом он, скорее всего, прекратит, потому что ему это тоже не особо интересно. Всему, во что мы верили, всему, чему я учил тебя. Это учение прошлый век, старина. Рал не придерживается правил. Значит, ты тоже можешь обирать этих несчастных? Их жизни унылы. Они задыхаются под гнетом Рала. Магия дает им все это забыть. Магия это чудо, она уникальна. Нельзя продавать ее в подворотнях всем и каждому за несколько медиков. В дурных руках она разрушает жизнь и убивает. Один городок — малая плата за то, чтобы спасти все Срединные земли. Ты забыла о магии больше, чем я о ней знаю. Вместе мы сила.
Можем найти колдунов, которые работают на Рала. Забрать их волшебство и создать могущественную армию. Неужели ты всерьез думал, что я соглашусь? Помоги мне. Не хочу больше это слушать. Скажи, пусть отойдут. Джесайя? Ну ты дед, ну чё ты, а? Прости, Почему ты такой старина. невнимательный? Моя работа слишком важна. Ну это он уже загнался слишком сильно. Уже, конечно, он ставил бы Red Flag на моменте, когда сказал, да, одного города не жалко ради спасения всего этого. Как бы каждый город важен. Но, не знаю, он не прав даже в том, что он мага останавливает, который помогает искателю. Типа, это вообще максимальная глупость. Не знаю, и дед тоже, как его, слишком опрометчив, ну, невнимательный. Он почему как будто... Надо было думать о том, что могут Зачем он повторно... вообще все ему рассказал? Понятно, это его ученик, но и ясно в то же время, что он не совсем честными делами занимается. Я заплатил Раймосу до того, как твои дружки выперли его. И сейчас ты вернешь мне деньги. Или то, за что я заплатил ему. У меня ничего нет. Капец. Тогда придется их из тебя выбить. Оставь парнишку. Это не твой город. Не лезь не в свое дело. Ну и не твой. Убирайтесь, живо! Позаботься о нем, я скоро. Куда ты? Ричард, нет! Наши Он дела за всё зельем. хуже. А мы должны найти Зеда. Кто знает, что с ним сейчас. Это не выход. Нельзя постоянно пить эти зелья. Я не хочу это делать. Но я не знаю другого способа. Ты знаешь? Я не вижу ничего плохого в этом. Зель? Да. Но если они во благо, почему бы и нет? И я знала, что ты вернешься. Ты пришел из-за той красотки? Я видела, как ты на нее смотришь. И есть средства, сделающие тебя неотразимым для нее. Нет, мне нужно то же, что было. Сколько заплатишь? Нет у меня денег. Тогда прости, ты зря пришел. 50 рублей. Мой друг сейчас в большой беде. Может, обменяешь на что-нибудь? На меч искателя. Интересная вещица. Это? Мне его отец подарил. Он мне дорог, как память. Должно быть ценный. Только для меня. Обменяй на что-нибудь другое, пожалуйста. Я не хочу другое. Бери. Вот у нее нормально, смотри, у нее даже пробного периода платного не было. Она такая, типа, дала попробовать, человеку понравилось, он пришел за дополнительно уже за плату. И то плата такая, знаете, кулончик, типа, даже не 2 лошади. А тут мужик демо-версию дает, еще и платную, еще и которая за 2 лошади. И не сработает, смотри. А, ладно. В пещере сидит с лампой. Вот это много информации нам дало. Сразу все понятно. Что ты увидел? Мой друг. Он стонет. Какой-то грот. Пещера здесь есть? 2 на юге оврага. Как я узнаю? Тебя поведет зелье. Но это ненадолго, поторопись. 5 секунд. Время вышло. Кулончик потом отдай, пожалуйста. Сдаст. Да? Это ты виновата. Ты и твои друзья. Нужно было Ты красть вообще сам лошадей у кого-нибудь виноват. другого. Реально, слышь. Нафиг, а кинь его, зачем ты его обрабатываешь? Он вас вообще винит. Да? Ну да. Дал, чтобы купить зелье. Для чего он у тебя? Девушка. Девушка? Да. Расскажи мне про нее. Теперь ты еще не выросла, за девушкой Ее зовут бегай. Миранда. Работает цветочницей. Прекраснее нет никого в городе. Но она даже не смотрит на меня, пока я не выпью снадобье. Конечно, еще бы на тебя смотрел. Тут Ты уже говорил с ним? всех обижаешь. Я не знаю. А что, он обижает Ты людей? сидишь, всех обижаешь. Он обижает всех. Он говорит, зачем вы пришли, все из-за вас. Сам виноват. Я их защищаю. Я на стороне справедливости, на стороне искателя и его друзей. Я считаю, он неоправданно их это, как его обижает. Поэтому я обижаю его в ответ.
Они же сами за себя не могут высказаться, а я высказываюсь за них. Что сказать? Когда она рядом, я думать не могу. Конечно. Исповедуй Миранду. Пусть полюбит меня. Нифига И ты не на пару придумал. минут, как отдельно. Она Ред всегда- флаг. Я не использую свою силу для такого, Джек. Реально, Джек, ты вообще, Любовь — это конечно. выбор каждого. И если отобрать его у человека, то это уже не любовь, так? Если кто-то полюбит тебя только потому, что ты его заставил, поверь, счастлив не будешь. Я могу найти Зеда, но идти надо сейчас. Побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. А ты думай о своем поведении. Влюбляет всех подряд сюда. Бэт-трип. Ага. Когда абсент выпил. Как в Евротуре, знаете, вот эта феечка зеленая летала после абсента. Как бы эти... элементы. Деда жалко на самом деле. Одно мое слово, и мой маленький друг примет тебя за еду. Срежь веревки, и тогда он тебя не тронет. Тошидару Зардевал. Квиллион впитает твою силу в считанные часы. Тогда даже крысы за тобой не пойдут. Но так может и не быть. Где твое ополчение, Джесайя? Я вижу здесь только кучку головорезов. Это они будут генералами твоей армии срединных земель? Хотел бы ты победить Рала, ты бы сейчас сражался. Но ты не хочешь, так? Нужны деньги и время, чтобы создать армию. Сколько тебе еще нужно? Местные жители отдали тебе все, что имели. Да, Сдается мне, ты просто обогащаешься, используя магию, чтобы обрести власть над другими. Не тебе судить меня, Зедикус. Ты потерял это право года назад, когда сбежал, оставив меня беспомощным. Я ушел оберегать Искателя. Сдается мне, ты оберегал самого себя. Торгуя магией, ты продал свою честь. Говоришь, что хочешь уничтожить Рала? Ты такой же и сам. А ты просто старый дурак. А ты тупой ученик. Да. Здесь. В конце серии выскажусь, конечно. Выскажусь Злишься за на меня? всех. За всех выскажусь. Нет, не злюсь. Ты морщишь лоб, когда чем-то огорчена. Я не огорчена. Я... Ау! Ты цела? Может, мне и не стоило снова пить это зелье, но признай, оно действует. А возникнет проблема, которую не решить с помощью магии. Что ты будешь делать? Давай, когда возникнет, тогда и будем решать, что делать. Ричард! Я тебя спасу. Я сказала тебе уйти! Ты сказал уйти из города. Я так и сделал. Но моя любовь слишком сильна, чтобы покинуть тебя. Я не хочу уходить, госпожа. Ты искателя чуть не убил, слышь? По прикол был бы, если бы искатель от этого умер. Пророчество бы исполнилось иначе. Ричард! Ну да, красиво. Ричард! Не надо! Не Он трогай такой, его! да, я рядом постою, пока вы тут лица друг другу жмякаете. Ага. Он хотел убить меня. Он думал, что защищает меня. Я бы мог умереть за нее. А ты? Иначе он не может. Он не контролирует свои чувства. Идем искать Зеда. Куда? А все?
А все, закончилось зелье. Ричард, Потому что он лежал в отключке. Снадобье не действует. А вот и настал Собери момент, всё. который нельзя решить без Мы уйдем, зелья. как только Квиллион закончит работу. Почему? Нас тут никому не найти. Да, но с ним был искатель. Прикажешь убить его? Да. Не знаю, что будет милосерднее. Убить его или оставить жить без его силы? Он всему виной, задержал нас. ты работал с ними, знаешь, где пещера. Я знаю только про храм. Куда ты идешь? Обратно в таверну. Ты можешь найти его без снадобья, Ричард. Ты искатель. Искатель истины, а не магов. Снадобье привело нас сюда и подскажет, куда идти дальше. Что бы сказал Зед, будь он здесь? Заигрался, реально. Ага. Видя, как ты уповаешь на магию, а не на свой ум. Или чутье. Ты сделаешь это без волшебства, Ричард. Я в тебя верю. Ты и так без кулона остался. Больше знаю, ты с чего ценного начать. ничего предложить не сможешь. Там, где ты видел Зеда, тебе что-то запомнилось? Темно. Что-то блестит на стенах. Это мох. Он необычный? Такой растет только рядом с пресной водой. Рядом с рекой или озером. Здесь есть озеро Эхо. Может, оно? У нас рядом с домом растет. Это не та история, которую надо рассказывать. Есть пенек. И на пеньке растет мох. Мы каждый раз, когда проходим мимо этого пенька, Тимур забывает, что он Да уже каждый раз, говорил. 2 раза это было, наверное. уж. Нет. Мы ходим в магазин туда. И ходим, ну, не знаю, раз там в 2 недели, наверное, туда ходим. Вот. И каждый раз, когда около этого мха проходим, Тимур такой: о, мох. Север в той стороне. И он каждый раз забывает, что он каждый раз говорит. Каждый раз по новой, и каждый раз одна и та же фраза: о, мох. Север в той стороне. 2 раза было. Нет, больше было. 2. Больше. Ты просто забываешь, пока тебе не сказала. Он такой: да, я правда так говорю каждый раз. 2 раза было. Там много пещер. Нужна неделя, чтобы обойти их. Блестящий мох питается капающей водой. Пещера ниже уровня воды. Овраги. Юг озера. Там всего несколько пещер. Веди нас. Я должен только ее слушаться. Скорее веди нас. Смешно. А этот мужик теперь с нами будет в команде, да? Нам такой не нужен. Чудный мох. Да, север в той стороне. Зев! Побрить сна. Мой мальчик, они забрали мое волшебство. Вот так вот. Ой, какая жалость, пора в магазин зелий. Купим тебе новую магию. Почему они не замели следы? Торопились, не было времени. Вон они. Ой, какое поле ровное, гладкое, прям для боя. Камни, да? В арену прям для босса. Их всего 2. Ты забыл, кто они? Их надо убить. Ну-ка. Вот волшебник, укравший мою силу! Ну это должна быть легкая битва. Не, он умрет, кстати, наверное, скорее всего, в этой битве. Ну, наверное, Айчи, Вейл и Нара. О! Зарази меня, если сможешь. Хорош! искатель. Давай вот эту свою. Ты же можешь ездить.
Да блин, пока он стал невидимым, уже можно удар было нанести, пока искатель тут в замешательстве. Вообще легко. Чтобы увидеть то, чего нет, надо всмотреться в то, что есть. Нормально. Так ты бей не по мячу, а по нему. Ну все. Это был последний удар. Не отвлекай ее, она борется. Ричард, волшебник! Дед пошел зелье свое пить обратно, силы восстанавливать. Да? Нет! Опа! Ну вот оно, как мы и предполагали. Да уж. Защитила ее, что ли? Спасатель. О, ошейник наденет. Моя госпожа, Лежи спокойно. всю свою жизнь я воровал, лгал. Спасибо, что дала мне умереть достойно. Она каждый Лучше раз как будто убей. не понимает, за что ее благодарят. Каждый Ага. раз у нее одно и то же лицо. Она такая, это моя сила? Первый раз ей пользуюсь. Сейчас тебе нужен лекарь. Ты будешь носить Радахан до конца жизни. Силы волшебника у тебя, старина, никогда не будет. А как он Ты его будет знаешь носить его? до конца века? Я думал, что знаю. Слушай, сорян. А что, он не может открыть, ну, попросить какого-нибудь воришку, который умеет заламывать замки, типа, взломай мне вот здесь, и все. Что там, блин, вставил две Сейчас шпильки? его в свою тюрьму поведут. Какую? Не знаю. У них нет тюрьмы. Или, я не знаю, ну, как-то по-другому открыть, ну, вариантов-то полно. Мне кажется, это какая-то недоработка, как будто бы. Как ты? Я вобрал почти всю свою силу, но к И даже волшебству больше. еще не готов. Возможно, через пару дней. Возможно? Во всем, что касается магии, нет никаких гарантий. Магия чуть не погубила этот городок. Я дважды пил зелье. Вернулся бы за ним еще, если бы Кэлен не остановила. Она говорит, твои навыки следопыта помогли меня найти. А с помощью наших занятий ты смог победить Джесаю. Но если бы не снадобье, я бы не узнал, что ты в пещере. Ты мог умереть. То есть, магия хорошая штука? Раймос не помог бы нам, если бы Кэлен не применила магию исповедницы. Твоя правда. Но с другой стороны, он бы остался жив. Я знаю, как это больно для нее. И какие уроки ты извлек из всего этого, искатель? Красивые цвета. Тут нет легких ответов. Магия — это не хорошо и не плохо, ее не понять. Такой счастливый. Это урок номер 6. Ты точно их выдумываешь? Ричард, я нашла то, что тебе дорого. Откуда? Избила ту продавщицу. Как ты смогла? Исповедницы могут быть вполне убедительны. Реально связал и избил, наверное. Избитая где-то лежит-то. Не знаю, Волшебник. как и благодарить. Все в нашем городке в долгу перед вами. Даже если им что-то не нравится. Они просто должны научиться решать проблемы без магии. Может, покажешь им как? Я?
Извините. Розу, пожалуйста. Белую. 5 пенсов. Давай, Это Джек, мы для в тебя верим. Нет, Это для тебя. для тебя. Никто у нас не покупал цветы цветочницы. Знаю, это не исправит того, что я сделал. Но, может быть, однажды мы подружимся. Вот такой правильный подход, а не то, что он до этого занимался непонятно чем. Красивая девушка. Да. Быть может, у них получится. Может, у них. Но только не у вас. Что? Что, Ты это о дед? чем? Кэлен, Ричард неравнодушен к тебе. Ты все сочиняешь. Чтобы увидеть то, чего нет, всмотрись в то, что есть. Я вижу, как он смотрит на тебя, и как ты начинаешь увлекаться им. Но ты знаешь, что вы никогда не сможете разделить это чувство. Так что Почему? вопрос в том, ты ему скажешь или я? Что скажешь? Там, видимо, что-то запретное. Нельзя с искателем. Исповедница. Да. Что-то случилось. Правило номер 7. Отнимаем ожерелье у Тимура. Давай рассказывай, чё, как оно. Да, хорошая серия. Хорошая серия, но прошлое мне как будто понравилось больше. Мне тоже, наверное, прошлое. Она, вот эта серия, она неплохая. Она не такая динамичная, как Да. предыдущая. Она как будто бы не такая важная, я бы сказал. Ну, показали и показали с моей. Ну и Ну, чё? да. Показали, что он умеет пользу теперь невидимых видеть. Ну ладно. Это можно было в другой какой-нибудь серии вместить минут в 5 и все. Типа научились, сделали, все хорошо. Вот. А так, интересно смотреть это все. Я извиняюсь, у меня рабочий график вот такой вот, и поэтому то у меня выходные, я высыпаюсь, долго сплю, потом мне к 6 утра на работу, к 7 утра на работу, вот так вот, и поэтому я иногда могу там много зевать и спать. Короче, что касается магии, смотрите, давайте все разжуем вместе. Я не вижу ничего плохого в магии, в ее использовании, пусть это будут зелья, не зелья. Все зависит от того, как использовать магию. Магию можно использовать во зло, а можно использовать в добро. То есть, поэтому то, что Хелен так жестко булила искателя, мне кажется, это неправильно, потому что он старался во благо, как минимум. То есть здесь ничего плохого такого нет. Единственное, до чего можно докопаться, это подсесть на магию так, что ты такой: о, я ничего не могу без магии, нужно использовать только магию. Но это тоже фигня, потому что искатель сам по себе тоже неплохо, и без магии он все справляется. Поэтому вот как бы такое мнение. Другое дело, когда ты используешь магию, там, чтобы тебя кто-то поцеловал или влюбился, это уже другой вопрос, это уже во зло, ну, как бы такое мы осуждаем. Вот. Магия проповедницы, исповедницы, это уже другая история. Как бы она вроде бы во благо, но получается так, что как будто бы и не во благо, но что поделать. Это как бы магия во благо, но с жертвами, я бы ее так описал, потому что она же не несет что-то плохое, она как бы старается сделать все хорошо. Вот. Что касательно нашего друга Джека. Джек тоже как бы, я не знаю, Джека вообще отдельно осуждаю за то, что он, во-первых, сам не мог делать свои какие-то хотелки, а начал перебегать к магии. В итоге остался без ничего, начал воровать лошадей, и потом еще начал обвинять искателей его друзей в том, что это вы во всем виноваты, что пришли, а не я. Ну как бы, Джек, давай будем честны, виноват ты тоже очень во много в чем, а искатель вообще-то нет. Вот, то есть к Джеку отдельная претензия по его магической зависимости, но в конце тоже вроде бы образумился, сделал первый шаг, но с другой стороны искатель с друзьями уйдут, и как бы все здесь опять не пошло по полной попе. Вот. Что касается ученика деда. Ученик деда тоже отдельная история. Как бы вроде бы казалось, что он во благо все хочет сделать, да, свергнуть Рала, но
он немножко заигрался. Он, скорее всего, начал использовать битву с Ралом как оправдание, а сам, в свою очередь, хотел просто наживиться, стать богаче, возможно, сильнее и всякое такое. То есть здесь осуждаем тоже, конечно же, его. Но если бы он хотел просто во благо заработать деньги, чтобы собрать войско и победить Рала, если бы он реально, знаете, хотел это сделать без... Да, пусть люди покупают у него магию, ну... Они же сами реально хотят эту магию, он их не заставляет, да. Если он просто им продает магию, не отбирает магию у магов, не занимается какими-то черными делами, а просто дает людям то, что они хотят, я не вижу тоже в этом ничего плохого, потому что в конечном итоге он бы использовал свои ресурсы в виде денег и воинов против Рала, а это, для нас только в пользу, то есть, здесь я тоже его не осуждаю. Вот как-то так. И еще знаете, какой момент я сейчас только задумался в этой серии? Исповедница наша ходит постоянно в белом платье. Она ходит в белом платье в лесу, постоянно бегает в грязи, постоянно в битвах, постоянно кровь везде брызгает, у нее всегда идеально белое платье. Нет. Очень вот даже сейчас... Оно идеально белое сверху. А вот когда она шагает, если ты посмотришь по лесу особенно, у нее подол весь черный. Вот он белый, вот она в битве, давай. она... Что давай? Включи. Вот, видишь, подол грязный. Он все равно такой серенький, он не прям грязный. Нет, это в этом кадре. А если ты посмотришь, как она идет по лесу, там прям черный. Ну ладно. Просто, не знаю, все равно как-то, знаете, слишком как будто белый. Здесь. Тем более она до этого с искателем, она упала, подскользнулась, когда ее спасатель спасал. Она там прокатилась, все равно как-то белый. Тут, брызги крови летают в разные стороны, у нее все еще У кровь. нее несколько таких платьев, она переодевает. У них нету одежды, они в одной и тоже ходят. Вот. Просто я в белой футболке даже когда по дому хожу, это даже не подол и даже не валяется по полу, он все равно быстро пачкается за пару дней. Это грязнули просто. Это естественные принципы жизни. Я все сказал. Вот, спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонс. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока.